Все, говори. Приближается праздник Великой Отечественной войны, 9 мая. По телевизору сказал Путин, что награждаются люди по 10 тысяч ветеранам войны, по 10 тысяч добавляют там пенсии или как там, или одноразовые, не знаю. Ну, а кто подходит к этим ветеранам войны, не сказали. Или дети войны, или кто там. Эти ветераны войны, которые там с 20-го года, то участники войны, они уже умерли, ушли в другой мир. Остались дети, вот говорили туда, дети войны. Я вот дитя войны, мне ничего нет. Я получила в 2017 году 2000, дали мне 2000, говорили, что каждый год открывайте счет, каждый год вам будет по 2000 давать. Если бы они давали по 2000 каждый месяц, пенсии добавка, потом год, и то отобрали. Не стали, раз дали, глаза закрыли, людям замазали. Все, это наше правительство обнищало. Депутаты наши тоже обнищали. Да вы, милые мои депутаты, вы по 400 тысяч получаете, в месяц. А нас осталось, дитя войны, всего ничего. Сколько нас осталось? От силы 100 человек, наверное, во всем мире, не то, что в нашей России. Да вы в своего кармана по 2000 каждый месяц давали этому дитя войны. Вы бы не обедняли. А вы последние эти 2000 отобрали. Все хватает, и все мало, все вы не нажретесь никак. А вы хотите, думаете, что ага, вот 2000 дай человеку, и он проживет. Обнищает на эти ваши 2000. Вы готовы этих дитя войны отправить на 109 километр или на 105, как говорили раньше, на тот свет, чтобы не платить ему. А мы вам поднимали, мне было 10 лет. Я работала сейчас, эти нянечки. Считай, нянечка, она работает в детсаде, нянечка, она получает что-то, ей платят, ей стаж идет, в детсадах, дом инвалидов там, в домах, в детдомах. А мне было 10 лет. Я нянчила двоих в одной женщины детей. В 41 году отца взяли 9 сентября на фронт. А мамы у меня не было, она умерла. Вот. Она меня взяла. Я нянчила детей. Мальчику было 4 года, девочке 1,5 годика. Она входила, а в то время попробуй не выйди на работу. Их сажали в то время, во время войны, а детей в детдом отдавали. Вот она меня взяла, я ей нянчила. Я до 45-го года нянчила, с 41 по 45 год. Я родилась в Алтайском крае, Каспелехинского района, село Николаев. Вот там жила эта женщина, Толстогречка Поля. Вот я в нее работала. До 45-го года. И что я заработала? Дитя войны, мне ничего. И я также сама нянечка. А в 17 лет в детсадах были девочки, работали в 17 лет. Они заработали. Вот они считаются ветераны войны. А я не считаюсь. Мне 10 лет, я нянчила 2 детей. А ей там 17 лет, она там тоже, может, в детсадике в каком-то было 2-3 там ребенка или сколько было. Нет. Вот такое. И дали этих несчастных 2000. И то отобрали. И как жить дальше? И кому верить? Наше начальство тоже жалеет. И выходит так, как этот дед с бабкой жили, молодые поженились. Женщина это неграмотно была. А дед мало-мало знал писать, читать. Потом постарели они, вышли на пенсию. Но дед молодой был, он выпивал мало. А на пенсию ушел, решил расслабиться. Говорит, ну вот, можно теперь и бутылочку выпить. Сейчас не работаю, отработал свое. Тогда нельзя было пить.
надо было работать, восстанавливать все. Все. И он, а бабка неграмотна была, не знала, счет деньгам не знала. Ну, пенсию получали, бабка, как говорят, в кубышку складывала эти деньги. Где-то идет в магазин и говорит, ну, бабка, достань там денег. Она говорит, сколько тебе надо? А он чхнул, говорит, апчхи, 9 троек, 6 рублей, бабка. И чхнул. Она, ой, правда, дед. Вот так, она не знала. Вот 6 рублей, 9 троек, 6 рублей. А я, может, тогда стоила бутылка 21 рубль, а тут 27. На 6 рублей он набирал, говорит, я на 6 рублей продуктов наберу, как раз хватит 6 рублей. И бабка думает, 9 троек ему отсчитает. Он пойдет, бутылочку себе возьмет за 21 рубль, за 27 рублей, 3 же 9, 27. И на 6 рублей там, что ей, сахарку возьмет, сахар-то стоил 8, 80 копеек килограмм. Вот. Булка хлеба стоила там 24 копейки. Он хлеба возьмет, там то маслица возьмете, там сюда-туда, то каких-нибудь пряностей на эти 6 рублей. Все. Вот и так и наше начальство нас обманывает. Пенсию, Путин сказал, что пенсия вам 10%, 10% и 5%. А Медведев дал 6% и 5%. Вот и вышло так, как дед бабки говорит, 9 троек, 6 рублей. Так и сказали. 10% вышло на 6%, притом на 7%. Вот, пожалуйста, кругом обман. Они живут, они 400 тысяч получают депутаты наши. Начальство там, наверное, по миллиону получает. Они думают, что и, а я 12 тысяч получаю. И что я могу? А если бы мне давали хотя бы к этой 12 тысяч, эти еще 2 тысячи каждый бы месяц давали, хотя бы 14, все же можно на что-то думать и благодарил бы, да. А с 17 лет пошла работать на железную дорогу. Строили заводы, фабрики. Это мы не считаемся ветераны войны. Нас не считают. А кого считают ветераны войны, я не знаю. Всех ветеранов войны, они уже умерли все. Простите за выражение. Царство им небесное. Они выжили. А наши начальство жируют, ездят, отдыхают. А я ни разу за свои 88 лет ни разу не была не то, что там на курорте, а в дом отдыхе. Некогда было. Давали мне путевку один раз как-то. И то надо было урожай снимать. И мне сказали, да вот снимите урожай, а то если вы поедете отдыхать, урожай некому снимать. Я работала в овощной бригаде в Киргизии. Работала. Заработала ударника коммунистического труда. Тоже ничего нету. На этот ударник коммунистического труда. У меня значок, удостоверение есть. А пошла в райсобес. А мне сказали, у нас сейчас не коммунизм. А когда поэтому по интернету внучок спросил, ему 12 лет, ударник коммунистического труда, как? А говорит, он заменяется. На ветерана? На ветерана труда можно его заменить. А почему сразу не сказали? А сейчас что, мне 88 лет. Думаешь, сегодня ляжешь спать, а завтра не поднимешь. Вот такие-то дела. Все? Под комментариями ссылочка на наш официальный канал.